Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист, и сегодня у нас на обзоре MIDI-контроллер от компании Icon, называемый iControls. Здесь у нас есть 9 фейдеров, 9 нобов, куча кнопок, транспортная панель и джойстик, отличительная его фишка. Я думаю, что вы все помните вот этот вот MIDI-контроллер, очень популярный и применяемый многими продюсерами, диджеями и так далее. Ну, собственно, вот этот Icon — это почти то же самое, но с некоторыми такими дополнительными функциями, которые мы сейчас с вами и обсудим. Ну и начнем с того, что этот контроллер может работать с разными DAW. Для того, чтобы это все дело контролировать, вам нужно поставить вот такую вот программу, которая называется iControls. Она, собственно, качается на официальном сайте компании Icon. И вот здесь вы выбираете нужную программу, вот в частности Cubase, Live, Pro Tools. Вот, можно также назначить на определенный MIDI-канал. Можно выбрать в режиме мастера работает или в режиме слейва этот контроллер и так далее. Вот, собственно, давайте включим Ableton и посмотрим транспортную панель. С транспортной панели у нас здесь все, крайне предсказуемо. Вот я могу включить play, stop, могу вот начать записывать, остановить и вот могу включить loop. Также, если вот я поставлю курсор, стрелочками я могу передвигать курсор. Это все очень удобно. Дальше перейдем к вот этим вот фейдерам. Вот у меня проект, здесь несколько дорожек у меня. Ну и, соответственно, опять-таки предсказуемо каждый фейдер. Вот я его трогаю, он активирует соответствующую дорожку и вот отвечает за громкость того или иного трека. Соответственно, вот эти вот фейдера, точнее нобы наверху, они отвечают за панораму. Кнопки отвечают, вот верхний ряд кнопок за мьют, нижний ряд кнопок за соло. Вот, собственно, здесь никаких сюрпризов. И очень интересная тема — это джойстик. Джойстик, по сути, он выполняет функцию мышки. То есть, вот смотрите, у нас стрелочка по экрану бегает, и вот я этим джойстиком управляю, при помощи этого джойстика управляю мышкой. Вот, что тоже достаточно удобно. Ну, еще одна очень интересная функция — это функция Layers или слои. Переключается эта функция вот этими двумя кнопками. Вот у нас здесь 4 слоя. Я вот могу их переключать. Соответственно, на каждом слое можно назначать различные функции, да, то есть вот давайте я выберу второй слой и вот прям покажу, как это делается. Ну, например, вот у меня плагин фильтра. И у него есть вот различные параметры. Я активирую MIDI маппинг. И теперь я выбираю параметр, кручу первый ноб, выбираю следующий параметр, кручу второй ноб. То есть я назначаю вот эти нобы на различные параметры. Ну вот давайте там сделаем первые 5. Выключаю функцию MIDI маппинга. И теперь я включаю мой фильтр. И вот я могу при помощи этих нобов крутить, управлять вот этими всеми параметрами. Вот. И это очень удобно. Таким вот образом можно абсолютно каждую кнопку, каждую ручку, каждый фейдер и ноб запрограммировать на управление параметрами и плагинов, ну и вообще как бы любого, в принципе, любой функции в Ableton. И вы, например, выбираете то, что вам наиболее часто требуется, и вот переключаете вот эти слои. Например, в слое номер 1 у вас основной функционал, вот как мы вначале рассмотрели, где вы управляете дорожками. В слое номер 2 у вас там какой-то плагин, в слое номер 3 еще один какой-то плагин там и так далее. Вот, и это, на мой взгляд, тоже достаточно удобно и ускоряет и облегчает работу. Ну и, собственно, смысл этого контроллера заключается в том, что если вам нравится управлять плагинами именно с точки зрения тактильного ощущения, а не кликать мышкой, то это, конечно же, контроллер для вас. Ну и вот я замапил различные параметры, например, частоту среза, резонанс на вот моем плагине фильтра.
И насколько это прикольно крутить вот эти вот ручки, управлять фильтром именно тактильно, насколько это, ну вот лично мне это гораздо больше нравится, чем просто кликать мышкой и там рисовать эту автоматизацию. Ну, то есть достаточно простой пример, но он как раз иллюстрирует вот этот кайф тактильной работы с настоящим музыкальным инструментом. Друзья, вот такой вот симпатичный портативный контроллер, который обладает достаточно большим количеством различных фейдеров, нобов, кнопок и так далее. Очень удобный для тех, кто именно, вот как я уже сказал, любит тактильные ощущения для того, чтобы управлять звуком, плагинами, миксом и прочими параметрами вашей DAW. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений. И до скорых встреч, увидимся! Транспортная панель, куча нобов и... Подожди, запирай звук. Дим, мне кажется, надо не версия. Там же все-таки это Korg, а это Icon. Это, да? Ну, типа, как оригинал. Короче... Тогда вообще. Не, но он с нее списан же. Просто надо сказать, все вы, наверное, помните вот этот девайс. Да.